когда он и его семья попали в ужасную аварию, в результате которой он остался сиротой в этом жестоком мире. Он стал замкнутым и перестал общаться со всеми, кроме своей лучшей подруги детства по имени Мацуми. Однажды он узнает правду о семье Мацуми, и это меняет его жизнь, ведь он попадает в мир шпионов и убийц. Вскоре он узнает, что смерть его семьи была не случайной, а спланированным убийством. И начинает тренироваться, чтобы стать самым сильным шпионом в мире и отомстить убийцам своих родителей. Но так было не всегда. После смерти родителей он стал избегать всех, включая Мацуми с голубыми волосами, потому что боялся их потерять, но она заверила его, что никогда не оставит его одного в этом мире. Прошло несколько лет, и Асана пошел в новую школу вместе с Мацуми, но даже через месяц ему было трудно завести друзей, и он терял сознание от волнения. Мацуми подошла к нему во время обеда и предложила покормить его, но их учитель по имени Хайсё отвлек его и велел прийти к нему в кабинет после уроков. Это напугало Асана, ведь он не любил общаться с людьми после того случая с родителями, но у него не было выбора, и он был вынужден пойти в кабинет Хайсё. Высокий учитель предложил ему чаю и сел слишком близко, показывая фотографии Мацуми, которые он тайно сделал. Асана всегда знал, что она его любимица, но это уже слишком, и он думает, не стоит ли сообщить об этом в ФБР. Внезапно его голос меняется, и он начинает показывать фотографии Мацуми в детстве, что шокирует Асана, ведь он понятия не имеет, откуда у него эти снимки. Он смотрит на растерянное лицо Сана и заявляет, что следит за Мацуми с самого детства. Она очень красивая, и из-за этого к ней постоянно пристают идиоты, с которыми он разбирается по-своему. Он показывает видео, на котором студент третьего курса недавно пытался подкатить к Мацуми, но Асана избил его до полусмерти и пригрозил убить, если тот еще раз к ней приблизится. Это пугает Асана, ведь он понимает, что учитель не в себе, но прежде чем он успевает пошевелиться, тот приставляет нож к горлу Асана и говорит, что он игнорировал его, потому что они с Мацури были друзьями детства. Но теперь все изменилось, и он не может рисковать. Асана застыл от страха, не в силах пошевелиться, когда учитель говорит, что Мацуми его младшая сестра, и он должен убедиться, что она в безопасности. Но прежде чем он успевает что-то сделать, окно открывается, и девушка в белом платье спрыгивает и говорит, чтобы он отстал. Затем она использует специальную светошумовую гранату и убегает, спасая Асана. Когда он приходит в себя, то оказывается в окружении Мацуми и других людей, что вызывает у него нервозность, и он забивается в угол. Мацуми говорит ему, чтобы он не волновался, потому что он в безопасности, ведь все эти люди ее братья и сестры. Асана все еще в замешательстве, но Мацуми продолжает представлять их друг за другом. Молодая девушка в белом платье, старшая сестра Фута, зеленоволосый парень в мусорном баке Синдза, розоволосая хакерша Шаен, блондинка в костюме Кена, а огромный парень в шлеме ее младший брат Нана. Она также представляет ему собаку по кличке Голиаф и небрежно заявляет, что они семья шпионов. Асана в шоке от этого и просит ее помедленнее говорить, потому что он думал, что ее семья – это просто группа бедных продавцов овощей. А теперь она говорит ему, что они торгуют оружием, а не овощами. Он не может в это поверить и думает, что у него галлюцинации, поэтому берет один из пистолетов и стреляет, только потом понимая, что это был настоящий пистолет. Фута говорит ему, чтобы он не волновался, потому что шпионы в этом мире обычное дело, и они в основном работают на фрилансе. А Шаен отвечает, что у них рейтинг 4,8 звезды на Trust Pilot, так что ему не о чем беспокоиться. Кен показывает ему журнал о шпионах с фотографией на обложке и говорит Асане, что он довольно известный и один из сильнейших шпионов в мире. Асана в шоке от такого количества информации, но Фута говорит ему, что он самый старший в семье и самый умный, опытный и сильный шпион среди них. Бедный парень все еще в замешательстве и спрашивает, почему они напали на него, а Фута отвечает, что недавно они получили информацию из Твиттера о том, что кто-то собирается убить Мацуи. Она рассказывает ему, что пару лет назад произошла авария, в которой Мацуми был тяжело ранен, и Хайс винил себя во всем. С того дня он посвятил свою жизнь тому, чтобы она была в безопасности, и стал одержим этой идеей. Он всегда ненавидел Асана за то, что тот был слишком близок к ней, но щадил его, потому что тот был ее другом детства. Но теперь из-за Ли у него есть законный повод попытаться убить его. Прежде чем Асана успевает переварить эту информацию, раздается сигнал тревоги, и Фута говорит, что Ли вернулся, чтобы прикончить Асана. Они сразу же закрывают все двери и расставляют ловушки по всему дому, а Фута говорит всем приготовиться, потому что только они могут остановить этого монстра. Асана выглядит немного обнадеженной, но Фута говорит, что даже если их будет 5 против 1, они смогут победить его только в 30% случаев. И есть большая вероятность, что кто-то из них получит полгода на восстановление или весь дом сгорит. Затем она подбегает к Асана и говорит, что единственный способ выжить для него – это жениться на Мацуми. Она объясняет, что в семье Язакура есть правила, и они не могут убить никого из членов семьи,
поэтому если Асана женится на Мацуми и обменяется с ним кольцами, даже Хайз будет вынужден оставить его в покое. Асана стоит не в силах переварить столько информации, и в тот момент, когда он думает о том, чтобы снова стать частью семьи, у него начинается посттравматическое стрессовое расстройство, и он начинает дрожать. Но тут Мацуи вмешивается и говорит, что заставлять Асана жениться на ней и стать частью семьи – это жестоко. Ведь он до сих пор не смирился с потерей своей семьи, и у него много проблем из-за этого. Фуда понимает это и извиняется, а остальные братья и сестры начинают обсуждать план, как победить старшего брата. Но к их удивлению и ужасу он появляется между ними, попивая сок, как будто ничего не произошло. Все братья и сестры испугались, а он уверенно сказал Шинзо, что тот сломал все ловушки, которые он расставил. Фуда сразу подходит к нему и говорит, чтобы он оставил Асана в покое, но он утверждает, что должен устранить угрозу, даже если шансы на это крайне малы. Это пугает Асана, но Фуда хватает его за галстук и начинает размахивать им, а потом швыряет на пол, и начинается настоящая драка. Шинзо использует свои механические руки, чтобы прижать Хайза, а Нана превращается в Сэма с уликой и бьет его по лицу. Кэнон Шайн сразу же уводит Асана, но его не так-то просто остановить. Он блокирует все атаки и отталкивает их назад. Он спокойно встает и говорит, что их координация была впечатляющей, но недостаточно хорошей, чтобы нанести ему удар, и говорит им просто отдать ему мальчика. Асана не понимает, что за нити торчат из пальцев Хайза, но Фута говорит, что это острые как бритва провода, и велит Шаен бежать с Асана, пока она разбирается с Хайзом. Она тут же бросается к нему и начинает блокировать и отталкивать его провода. Но он слишком быстр для нее и использует свои провода, чтобы схватить ее и прижать руки к потолку, пока она кричит, чтобы он отпустил ее. Шейн приказывает Кену увести Асана, а она хватает телефон и выпускает на брата целую армию дронов-убийц. Но его это, похоже, не беспокоит, потому что дроны тут же начинают стрелять в него. А Кен и Мацуи уводят Асана в потайное место за картиной и уверяют его, что она всегда будет с ним. Вскоре он выходит из комнаты, уничтожив всех дронов, и с улыбкой говорит Мацуи подойти к нему. Асана тоже стояла позади нее, что странно, но Мацуми выполняет его приказ и идет к нему. Но у нее другие планы. Она достает пистолет, а Доги бросается на него, но он этого ожидал и тут же связывает их обоих. Он подходит к Мацуми и снимает маску, показывая, что на самом деле это был Кен, переодетый в нее. Он проходит мимо Кена, заявляя, что ему нужно лучше продумывать свои костюмы, и приказывает Мацуми снять маску Сасаму. Асана смотрит из-за картины, как Мацуми снимает маску, и говорит Хазу оставить Асана в покое, потому что он не имеет никакого отношения к этой драме. К ее удивлению, Ас соглашается, но также требует, чтобы Мацуми не выходила из дома, не пользовалась смартфоном и не заходила в интернет. У нее никогда не будет друзей или парня, и она всегда будет под его защитой. Мацуи потрясена и в отчаянии, так как не может найти другого выхода из сложившейся ситуации, и уже собиралась согласиться, когда Саму выходит из кадра и говорит, он должен отпустить ее. Хейс говорит ему убегать, пока он не передумал, но Асана игнорирует его и говорит Муцуми, что согласен стать членом семьи, так как никогда не хочет оставлять ее одну. Из ее глаз текут слезы, когда она улыбается и бросает обручальное кольцо Асана, прежде чем он успевает осознать, что происходит, но прежде чем он успевает схватить кольцо. Он использует свои провода, чтобы удержать его на месте. Он говорит Асане, что никогда и никому не позволит жениться на Мацуми, но к его удивлению Асаму продирается сквозь провода и хватает кольцо окровавленными руками. К удивлению Хайсио, Асаму разрывает провода и надевает кольцо на палец, в то время как в комнату входят другие братья и сестры. Хёйс лишен дара речи и потрясен. Он стоит с открытым ртом, в то время как другие братья и сестры празднуют свой союз и похороны. Подходит к Хэсу и говорит ей, что теперь Асана тоже член семьи, а это значит, что у него нет другого выбора, кроме как защищать его и учить, как защищать Мацуми. Позже той же ночью Асана решил вернуться домой, так как ему нужно было немного времени, чтобы осмыслить все произошедшее. И, проснувшись на следующее утро, обнаружил, что Асана стоит над ним с ножом в руках. Асана уклоняется от удара Мэг, спрашивая, какого черта он делает, но Хейс утверждает, что это традиционный сигнал тревоги для семьи Йодзакура. И поскольку теперь он является их частью, ему нужно научиться навыкам шпиона. Он тут же достает свои провода и начинает использовать их на Сао, просто ради забавы, а Мацуи слышит все это на кухне и бежит наверх, чтобы найти Асана, застрявшего в воздухе. Он говорит, что просто помогал ему тренироваться, но увидев ее лицо, решает прекратить. Асана не успевает даже вздохнуть. Он говорит, что им все равно нужно уходить, и выпрыгивает из окна, унося Мацуми и Асана с собой. Это было очень вовремя, потому что дом тут же охватило пламя, и Хай говорит Асана, что его дом был заминирован, но отказывается объяснять, потому что скоро начнется хаос. Он говорит Асана, что главная цель семьи – защитить Мацуми любой ценой, и увозит их на лимузине. Он объясняет, что новость об их свадьбе разлетелась как лесной пожар,
поэтому кто-то попытался взорвать дом Асана, чтобы убить Мацуми. Асана все еще не понимает, зачем кому-то понадобилось ее убивать, но Хай объясняет, что Мацуми – глава семьи. Он утверждает, что род Язакура древний, уникальный, потому что они производят сверхлюдей, но в каждом поколении есть один человек, который рождается без способностей. И она становится главой семьи, потому что только она может иметь детей. Поэтому Мацуми – новая глава семьи, и их враги знают, что если они убьют Мацуми, то уничтожат всю линию шпионов Осаки. Он наливает себе еще чаю, когда их начинают обстреливать преследователи. Асана испугался и пригнулся, но Хейс сказал ему не волноваться, потому что машина бронированная, а Голиаф – опытный водитель. Асана не мог поверить своим ушам, а бандиты позади них начали стрелять из гранатометов, из-за чего чай в чашке Хейза пролился. Это его разозлило, и он забрался на крышу лимузина, чтобы посмотреть на врагов, которые тут же начали стрелять, но он легко отразил все пули. Их главарь выстрелил в него из гранатомета, но Хейз даже не шелохнулся и просто перерезал провод, из-за чего граната взорвалась прямо у них перед носом. Не успели они опомниться, как Хейз снова перерезал провод, но на этот раз он буквально разрезал машину, и она взорвалась. Он вернулся в машину, как ни в чем не бывало, и сказал Асана, что, как и все остальные в их семье, Асана не обязан защищать Мацуи любой ценой. И для этого ему придется научиться быть шпионом. Хейс положил перед Асана пистолет и сказал, что его первая задача – защищать Мацуи весь день. Асана принял это близко к сердцу и начал проверять каждый стол в классе, чтобы убедиться, что там нет ничего опасного, и даже рычал на других учеников, как зверь, чтобы их отогнать. Он вспомнил, что Хейс сказал ему, не раздумывая, стрелять в любого, кто покажется подозрительным, и дал ему телефон с информацией о террористе в социальных сетях. Хейс сказал, что этот парень – эксперт по взрывчатке, и что именно он взорвал дом Асана. Он утверждает, что этот парень очень опасен, но у него есть один недостаток – он постоянно выкладывает в соцсети все, что делает. Он хватает Асана за лицо и говорит ему быть начеку, потому что этот террорист очень безжалостен и обычно играет со своими жертвами, прежде чем их прикончить. Судя по последним постам террориста, он заложил 2 бомбы, чтобы убить Мацуми, и задача Асана – найти и обезвредить эти бомбы. Он угрожает Асана, что если Мацуми хоть немного поранится, то Асана поплатится за это жизнью. Весь день Асана следит за всем подозрительным и присматривает за Мацуми, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Но во время игры он видит пост террориста, в котором говорится, что 2-я бомба уже установлена. Асана шокирован этим, но в итоге получает удар мечом по лицу и теряет сознание. Он поднимается с земли и видит, как мимо проходит таинственная фигура, и бросается за ней. Но оказывается в лазарете, где его замечает медсестра-блондинка и спрашивает, все ли с ним в порядке. Асана сразу же отмахивается от нее и уходит, но, обернувшись, замечает, что медсестра просто растворилась в воздухе. Все это заставило его быть очень подозрительным, и он сидит в углу, когда получает очередное уведомление о том, что террорист пишет, что последняя бомба тоже установлена. Пока он был отвлечен, к нему подошла группа парней и заговорила с ним, но он снова занервничал и потерял сознание. Чуть позже он открывает глаза и видит, что Мацуми смотрит на него сверху вниз. Она говорит, что сегодня медсестра не пришла, поэтому она сама отвела его в медпункт. Все напряжение и усталость дня наконец-то навалились на него, и он спрашивает Мацуми, достоин ли он быть ее мужем, ведь он не может защитить ее даже один день. Все негативные чувства из-за потери близких снова переполняют его, но Мацуми бьет его по голове и говорит, что лучше проживет с ним короткую жизнь, чем будет жить вечно без него. Асана чувствует себя лучше и берет себя в руки, но тут замечает бомбу на потолке, которая отсчитывает время до взрыва. Он тут же бросается к бомбе, и ему удается спасти себя и Мацуми, накрыв их диваном. Когда пыль и дым рассеиваются, они выбираются из-под дивана, и Асана начинает думать о том, как подрывник узнал, где будет Мацуми. Внезапно он понимает, что подрывник следил не за Мацуми, а за ним, потому что он знал, что Асана будет рядом с Мацуми. Он достает из кармана пиджака телефон и видит, что к его рубашке прилипла капсульная бомба. Он понимает, что подрывник превратил его в бомбу, которая должна была убить Мацуми, но Асана не допустит этого. Он оглядывается в поисках выхода и выпрыгивает в окно, жертвуя своей жизнью, чтобы Мацуми осталась в безопасности. К его удивлению, бомба не взрывается, и он не падает с высоты нескольких этажей, потому что успел вовремя и с помощью своих проводов спас Асана. Он говорит, что его другая работа быстро закончилась, поэтому он пришел сюда, чтобы проверить их, и просит Асана не волноваться, потому что он уже обезвредил бомбу. Он поднимает Асана и говорит, что не позволит никому из его семьи умереть,
и хвалит его за попытку спасти Мацуи. Внезапно дверь открывается и входит Кен вместе с Наной, а за ними Синдза несет на руках террориста-смертника. Он ставит террориста перед собой, и тот сразу же связывает его вместе со своей бомбой, а потом бросает в небо, после чего снова активирует бомбу, которая взрывается с такой силой, что эта семейка психопатов радуется, как будто смотрит фейерверк. Позже тем же вечером Асана понимает, что из-за взрыва у него больше нет дома, поэтому Мацуми помогает ему собраться и отвозит его обратно. Хай стоит у входной двери, готовый убить его за то, что он посмел думать, что может спать с Мацуми. Но Асана обещает, что будет спать один и подальше от Мацуми. На следующее утро он просыпается после тревожного сна, в котором Мацуми похищают, а он ничего не может сделать, и просыпается весь в поту и в ужасе, но понимает, что это был сон. Он пытается встать с кровати, но наступает на хвост собаки и так кусает его за руку. К счастью для него, Мацуми настоящая вайфу и лечит его, говоря, что оставила собаку сторожить, чтобы Хай не выкинул ничего странного. Это показывает, насколько он беспомощен, и поэтому он идет к Фуде и умоляет ее помочь ему стать лучшим бойцом. Фуда говорит ему, что это не так просто, но Асана обещает сделать все возможное, потому что он не хочет, чтобы Мацуми страдала. Она встает со стула и начинает подбрасывать его в воздух, а потом опускает на диван, говоря, что даже для их сверхчеловеческого ребенка из семьи Изакура требуется 3 года, чтобы получить должную подготовку. А значит, обычному человеку понадобится в 10 раз больше времени, чтобы достичь такого уровня. Асана говорит, что у него нет столько времени, и ему нужно стать лучше как можно скорее, поэтому Фуда предлагает ему пройти полную тренировку Изакура. Но некоторые говорят, что лучше умереть, чем пройти через это. Сенма соглашается на эту тренировку и встает с дивана, но тут открывается люк, и он едва успевает ухватиться за край, чтобы не упасть вниз, где торчат острые шипы. Фуда улыбается и говорит, что весь дом напичкан сотнями ловушек для тренировки шпионов, а значит, жить в этом доме – это уже первый шаг к обучению. Она вытаскивает его из люка и говорит, что он должен прожить в доме целый месяц, а потом они начнут его настоящую тренировку, и Асана уже жалеет о своем решении. На следующее утро он просыпается от звонка будильника. Но поскольку он не встает, чтобы выключить будильник, тот взрывается. И Асана выталкивает в коридор, где срабатывает огнемет, и поджаривает его, пока он кое-как добирается до стола, где завтракают остальные. Мацуми беспокоится о его травмах, но Шаен говорит, что ему нужно просто обезвредить все ловушки, и тогда компьютер включит его в список членов семьи. А значит, ловушки на него действовать не будут. Она добавляет, что обычно на обезвреживание всех ловушек у обычного человека уходит около 2 лет. Но Асана понимает, что у него нет столько времени. Внезапно ему становится плохо, и Нана объясняет, что вся еда, кроме Мицуми, отравлена, чтобы повысить их иммунитет. Он бросается к туалету, но тот заперт на код. Шаен говорит, что чтобы попасть в туалет, нужно разгадать код, который обновляется каждый день. Он кричит от боли, когда Фуда наконец посылает Шона помочь ему, иначе их ковер будет испорчен. С тех пор началась его адская жизнь. Каждое утро звонил будильник, и остальные члены семьи легко его отключали, но Асана снова взрывался. Холодильник был покрыт лазерами, поэтому им приходилось использовать разные тактики или физические навыки, чтобы пройти через них. Но у Асана ничего не получалось, и он активировал ловушку, которую расстреливали установленные в холодильнике пушки. Его также обучали стрельбе, где он был вынужден использовать крупнокалиберный пистолет, чтобы включить телевизор, но поскольку он не привык к оружию, он постоянно получал травмы. Позже днем он снова идет в туалет, а когда возвращается, его окатывают водой из душа Австралиякура. Наконец он идет в школу, думая, что сможет отдохнуть. Но Чагаакура заставили его надеть жилет весом в 100 килограммов, из-за чего он чуть не провалился под скамейку. Той ночью Асана совсем вымотался, пока шел по коридору, и увидел, что Мацуми спит за своим столом после всей бумажной работы, которую ей пришлось сделать. Он накрывает ее одеялом и решает продолжать стараться ради нее, поэтому выходит на улицу, чтобы потренироваться в стрельбе. Он понимает, что даже американский ребенок стреляет лучше него. Когда Мацуми зовет его, они оба идут в класс, чтобы выпить чаю, и Мацуми вспоминает, как после аварии, которая ее покалечила, у нее от стресса побелели волосы. Некоторые хулиганы подумали, что она делает это, чтобы привлечь внимание, и затащили ее в кладовку, чтобы отрезать волосы. Но Асана пришел в последний момент и, как социопат, схватил ножницы и отрезал свои волосы без всякой причины, чем напугал девочек. Оказывается, Мацуми нравятся психопаты, и с тех пор ей стал нравиться Асана. Прошло несколько дней с той ночи, и Асана начал осваиваться. Он смог остановить взрыв часов и даже прошел через все лазеры, чтобы попасть в гостиную. И одним выстрелом включил телевизор, хотя до сих пор не может переключать каналы.
Шинзо начинает учить его правильно держать пистолет. Когда она приходит с данными о прогрессе Осаму, она говорит ему, что пора тренироваться с Наной. Он идет в комнату и начинает тренироваться с Наной, которая учит его правильно передвигаться по комнате, чтобы не надышаться нервно-паралитическим газом. Постепенно это становится для него нормой, и через несколько недель он уже спокойно добирается до стола с завтраком. Но даже спустя 3 недели он все еще не может открыть дверь, и ему приходится просить кого-нибудь помочь. Вдруг Кен зовет остальных из коридора, и они находят Самуэля, который лежит на полу и не может пошевелиться, потому что теряет сознание. В следующий момент он открывает глаза и видит, что находится в комнате Наны. Она говорит ему, что у него просто поднялась температура от усталости. Фуду не так легко обмануть, и она срывает с Асана маску, под которой видны огромные синяки и порезы. Она говорит, что знала, что он пользуется помощью Наны, Шангена и Кена, но если он продолжит в том же духе, то не проживет здесь и недели. Асана пытается возразить, но Фута дает ему книгу по основам взлома кода и велит ему отдохнуть и прочитать ее до конца, прежде чем продолжить тренировки. Асана прислушивается к ее совету, и через некоторое время, когда он выздоравливает, ему удается взломать код туалета, и все празднуют его маленькую победу. Вдруг его кольцо начинает светиться, и Фуду сообщает, что компьютер принял его в семью. Прошло несколько дней, и Асана стал настоящим членом семьи Изакуро, потому что каждое утро тренируется вместе с Кёном, прежде чем идти в школу. На прогулке он узнает, что Шинзо отправляется на задание по поиску фальшивых денег, украденных бандой, и называет это миссией низкого уровня. Санна желает ему удачи и уходит в школу вместе с Мацуми. По дороге в класс бейсбольная команда выбивает мяч за пределы поля, и он летит прямо в Асана. Но он ловит мяч, даже не глядя, чем шокирует бейсбольную команду, а потом бросает его обратно с удивительной силой. Тренер команды кричит, чтобы он присоединился к ним, но Асана игнорирует его и уходит, а Мацуми понимает, что Асана даже не представляет, насколько он стал сильным. Позже, во время обеденного перерыва, они с Мацуми сидят на террасе, и она просит его быть осторожнее, потому что он стал намного сильнее и быстрее, чем раньше, и обещает, что в следующий раз будет осторожнее. Она спрашивает, свободен ли он после обеда, потому что хотела бы провести время с ним. Асана не знает, что Мацуми не имела в виду свидание, а просто хотела, чтобы он помог ей разобраться со всеми юридическими документами семьи Азакура. Она работает с невероятной скоростью, ставит свою печать и дает указания, но Асана вскоре понимает, что не справляется. Мацуми говорит ему, чтобы он не волновался, потому что она всю жизнь этим занимается и уже привыкла. Она замечает, что Кен снова напутал с документами и вместе с Асана поднимается к нему в комнату. Она стучит в дверь, но, войдя, видит посреди комнаты огромную кучу одежды. Вдруг из кучи выскакивает Кен, жуя суши, и говорит Мацуми, что ничего страшного, и она может пропустить его часть работы. Она отвечает, что это невозможно, но Кен не в настроении работать и начинает танцевать перед ней. Это ее очень раздражает, и она решает проучить Кена в стиле Миёзаки, но Кен не собирается так просто сдаваться и пытается проскочить мимо них. Асана инстинктивно преграждает ему путь, но Кен притворяется Мацуми, и Асана настолько потрясен, что Кен успевает выскочить из комнаты. Мацуми очень злится и заявляет, что это игра, и голосом приказывает дому перейти в режим гибернации, который закрывает все окна и полностью блокирует дом. Тем временем Шинзо находится на заводе, где печатают фальшивые деньги. И, пробираясь по воздуховодам, он находит свежую пачку фальшивых купюр, которую охраняют вооруженные до зубов охранники. Он пробирается мимо них в секретную комнату, где сразу же вырубает охранников и заходит в сейф за главным счетом, который сразу же вызывает тревогу. Вернувшись в дом Язакуры, Мацуи и Асана заходят в комнату Шина, но она утверждает, что его там нет, поэтому они идут в комнату Вда, но обнаруживают, что она спит. Мацуми говорит, что Кен бы умер, если бы разбудил Вда, поэтому его там быть не может. Затем они идут в лабораторию Наны, в комнату Шинзо, где полно оружия и аквариумов, в роскошную комнату собачки, где полно золота, и, наконец, в комнату Хайсё, которая, очевидно, заполнена фотографиями Мацуми. Асана спрашивает, мог ли Кен выбраться наружу, но Мацуми говорит, что из дома, когда он в спящем режиме, выбраться невозможно. Внезапно Асама оборачивается и видит лицо Кена на одной из фотографий. Он убегает, и Асана бросается за ним. Но, завернув за угол, они слышат громкий шум, и Мацуми бежит за ними, чтобы узнать, что Кен ударил Асана рамкой и убежал. Асана указывает на одну из картин, утверждая, что Кен побежал туда,
и Мацуми в отчаянии кричит, что не знала об этом пути побега из дома. Асана говорит ей, чтобы она не волновалась, и Мацуми снимает режим спящего режима, зная, что это бесполезно, и заходит в комнату Кена, утверждая, что они должны сами найти документы. Асана улыбается, но когда он заходит в комнату, Мацуи надевает на него наручники, показывая, что она знает, что он Кен. И, должно быть, ударил Асана по одной из картин, прежде чем сменить облик, чтобы одурачить ее. Более того, она говорит, что Асана всегда открывает ей дверь, но на этот раз Кен просто вошел первым и ждал ее. Кен наконец-то снимает маску и вместе с Асана начинает искать нужные бумаги. Найдя их, они садятся ужинать. Пока Кен ест приготовленное Мацуми карри с цианидом, звонит телефон. Он извиняется и берет трубку. К его удивлению, на другом конце провода оказывается Синдза, который кричит, что ему нужна помощь. Мацуми включает видеочат, и Синдза говорит, что перестреливался с врагами, но у него закончились патроны и оружие. Мацуми говорит Асана, что Синдза мастерски обращается с любым оружием, но без оружия в руках он очень труслив и всего боится. Чтобы решить эту проблему, Мацуми отправляет Асана с коробкой для обеда и гранатой, чтобы тот проник на объект и доставил Синдза все необходимое. Асана очень осторожно пробирается на объект, но его замечает охранник и направляет на него пистолет. Асана застывает от страха, но вспоминает, как Синдза учил его контратаковать. Он откидывает голову назад, хватает охранника за руку и бьет его в подбородок, вырубая. Почти сразу он слышит, как к нему бегут другие охранники, но сохраняет спокойствие и использует свои навыки, чтобы вырубить первого охранника ударом в лицо, а затем и остальных. Внезапно он замечает еще одного охранника, стоящего чуть поодаль, и вспоминает про пистолет, который Синдза дал ему недавно. Он достает пистолет и стреляет в охранника, вырубая его. Наконец он находит комнату, где прячется Синдза, и сразу же набрасывается на Асана, прижимая его к себе и обнимая, как будто это его собака. Асана выглядит немного растерянным, когда их находят охранники, но Синдза тут же берет ситуацию в свои руки и стреляет в них, прежде чем они успевают нажать на курок. Он говорит Асана, чтобы тот следовал за ним, и выбегает, сбивая с ног еще одного парня, использует его как живой щит и стреляет в остальных врагов. Затем он выдергивает чеку из гранаты и бросает ее в преследователей, а сам стреляет, вызывая мощный взрыв. Они продолжают бежать, и мы почти уже выбрались из здания, когда Асана получает пулю в ногу. Он падает на землю, и из раны начинает хлестать кровь, а стрелявший приказывает Синдза бросить оружие, иначе он убьет Асана. Синдза тут же бросает оружие, но Асана решает взять дело в свои руки и бросает в Синдза вилку, которую тот ловит, и бросает в стрелка, попадая в дуло и заставляя его сменить оружие. Это дает Синдза время, чтобы схватить свое оружие, и они стреляют друг в друга. Стрелок промахивается, но Синдза, как всегда, точен и убивает его. Позже той же ночью Синдза возвращается с Асана на спине и извиняется за то, что причинил ему столько проблем, когда они собирались сбежать. Синдза говорит, что не надо извиняться, ведь он, как старший брат, должен защищать его всегда. Проходит несколько дней, и однажды вечером, когда Асана возвращался домой, его останавливает какой-то бродяга, который представляется полицейским и говорит, что Асана должен пойти с ним. Бродяга приводит его в комнату для допросов и показывает записи, на которых видно, что Асана участвовал в драках и незаконных действиях, например, в поимке фальшивомонетчиков, погоне на машине и взрывах в школе, которые были выложены в Даркнет. Асана немного пугается, а бродяга говорит, что он не мог сделать все это в одиночку, и спрашивает, к какой организации он принадлежит. Асана понимает, что этот псих пытается заставить его выдать свою семью. Асана сразу же отрицает, что он состоит в какой-либо организации, но бродяга говорит ему успокоиться и наливает воду в стакан, а затем кладет туда таблетку. Асана, конечно, отказывается ее пить, но бродяга заставляет его проглотить таблетку. К счастью, Асана был готов к этому и просто положил таблетку в шарик, а потом сказал бродяге, чтобы тот отстал. На этот раз бродяга становится серьезнее и пытается ударить его молотком по лицу. Асана сразу же отступает, едва уворачиваясь от невероятно сильного удара, и прижимается спиной к стене. Внезапно он замечает рядом с собой мешок для трупов, из которого течет кровь, и бродяга угрожающе говорит ему, что этот парень был наркоторговцем. Поэтому он привел его в полицию, не привлекая закон. Асана спрашивает, американец ли этот полицейский, а бродяга хватает его за горло и прижимает к стене, выкрикивая кучу указаний. Он снова просит Асана рассказать правду, иначе он будет пытать его друзей в школе, но Асана решает стоять на своем и отказывается говорить хоть слово. Бродяга замахивается на него молотком, но Асана проскальзывает мимо, и в том месте, куда пришелся удар, образуется огромная дыра, в которой спокойно сидит психопат и пьет чай. Он объясняет, что бродяга его старый одноклассник, и спрашивает, что Асана о нем думает.
Бродяга подходит к нему и говорит, что Асана не выдал свою семью даже под угрозой пыток, а значит, он справился. Асана растерянно смотрит на него, а бродяга предлагает им работать вместе, прежде чем выйти из комнаты. В то утро он еле-еле тащится в школу, чувствуя себя более уставшим, чем когда-либо, и, войдя в класс, чтобы начать урок, Асана на секунду закрывает глаза. И тут же в него летит огромный кусок мела, который Асана едва успевает отбить. Он продолжает урок, как ни в чем не бывало, но общается с Асана на азбуке Морзе, объясняя, что шпиону очень важно контролировать свой сон и находиться в полусонном состоянии, как животные. Асана решает показать, что психопат не спит, но учитель достает маленький шарик и взрывает его тряпкой. Комната мгновенно наполняется газом, от которого все засыпают, кроме Мацуми, которая всегда носит с собой противогаз. Испугавшись за Асана, она поворачивается к нему, но он уже спит, но когда он бросает в него мел, Асана просыпается и стреляет в него из пистолета. Мацуми в шоке, что Асану удалось не заснуть, но оказалось, что он уже наполовину проснулся. Он ускоряется и начинает бросать мел со скоростью пули, а Асана уворачивается и сбивает их один за другим, находясь в полусне. Этот день научил его оставаться в полусонном состоянии, но это стало проблемой, потому что Асана начал ходить во сне и пугать Шинзо по ночам. Через пару дней Асана позвонили из полиции и сказали, что ему нужно срочно приехать в парк развлечений, где гуляют две пары с оружием. Асана сразу же приезжает в парк развлечений и садится на пустой стул, пытаясь понять, у какой пары больше шансов носить с собой оружие. Но тут Мацуи угощает его прохладительным напитком и говорит, что вместе они будут выглядеть менее подозрительно. Вскоре они начинают подозревать три пары и решают проследить за ними. Сначала они идут за парой, которая катается на аттракционе, и Сано теряет сознание от страха. Они выходят на улицу и понимают, что эта пара очень застенчивая и не вызывает подозрений. После этого они идут за накачанными родственниками Сэма Сулика, которые тоже выглядят влюбленными и не вызывают подозрений, и решают проследить за последней парой в черных костюмах. Они заходят в кафе, и Мацуи уходит за напитками, а Асана узнает, что эта пара просто хотела сделать друг другу предложение и все. Когда он уже подумал, что настоящие цели сбежали, он услышал ссору между двумя парочками, которые весь день вели себя как влюбленные. Оказалось, что они были очень токсичными, достали пистолеты и начали стрелять друг в друга. Все бросились бежать, и Мацуи тоже вытолкнули на улицу. Асана сразу же спрятался под столом с маленьким ребенком и велел ему молчать. Наконец он не выдержал и вышел из укрытия, достал пистолет и выпустил всю обойму в парочку, оглушив их. Вскоре приехала полиция и забрала их, а Хоба поблагодарил Асана за выполнение задания, ведь он сегодня спас много жизней. Когда все закончилось, Асана решил расслабиться и провести время с Мацуми. Поэтому они пошли в пустой парк кататься на колесе обозрения, и он подарил ей розу, которую купил для нее. В розе теперь было пулевое отверстие, но Мацуми это понравилось, и она покраснела, надеясь, что этот момент никогда не закончится. Прошло несколько дней, и выяснилось, что кто-то пытался взломать домашние файлы о членах семьи в течение последних 4 дней. И Шайен неустанно защищалась от кибератаки, в конце концов поймав хакера. Но хакер сбежал, выдернув шнур, но перед этим успел скачать большую часть файлов Асана. Отдохнув, Шайен рассказала Асана и Мацуми, которые собирались в школу, о хакере. Хотя она была уверена, что обезопасила систему, Асана чувствовал, что впереди их ждут новые неприятности. По дороге в школу Асана отталкивает Мацуми, чтобы увернуться от острых иголок, замечает за столбом тонкую фигурку и бежит по переулкам, но не может оторваться от преследователя. В конце концов Асана сталкивается с нападавшим, блокирует удар сверху и отталкивает девушку. Преследовательница Кири восхищается силой Асана, говорит, что одержима им и хочет убить его из любви. И Амасуми узнает в ней известную шпионку, которая преследует и убивает мужчин, которыми она одержима. Кири, разозленная прозвищем, говорит Асана, что он знаменит в преступном мире и за его голову назначена награда в $100. Она утверждает, что ей не нужны деньги, она хочет убить его из любви и говорит, что знает все о его привычках и заданиях. Асана, сохраняя спокойствие, отказывается от ее предложения жить вместе, заявляя о своей верности Мацуми, что приводит Кири в ярость, и она угрожает Мацуми. Но говорит, что Хас запретил ей причинять вред семье Езакура, шокируя Асана и Мацуми, которые понимают, что Хас позволил Кири напасть на Асана. Кири атакует его иголками,
но намеренно промахивается, демонстрируя свое мастерство, а затем уходит. Позже на уроке Кири представляется новой ученицей, которая будет учиться вместе с Асана. Она игриво нападает на него с иголкой, которую он блокирует блокнотом, и так продолжается каждый день, пока Кири пытается навредить Асана. Прячет иголки в его стуле, карандаше и баскетбольном мяче. Несмотря на постоянные нападки, Асана приспосабливается и спокойно уклоняется от ее атак даже во время обеда с Мацуми. Но эта бесконечная игра утомляет их обоих. Разозленная Кири выводит из строя весь класс иголками, приказывая им схватить Асана и отрицая свою вину, и Асана попадает в плен. Как только Кири собирается его убить, вмешивается Мацуи, и вдруг появляется тот, кто напал на них раньше, и стреляет в Кири. Мацуи спасает ее, но получает ранение, и это выводит Асана из себя. Он побеждает нападавшего и бросается к Мацуи. Кири, удивленная тем, что Мацуи спас ее, чувствует себя растерянной, но все равно благодарна ему и привязывается к нему. Она клянется убить Асана, чтобы Мацуми был только с ней, и Мацуми просит Асана относиться к Кири как к младшей сестре. Через несколько дней Шаен приглашает Асана к себе в комнату и предлагает ему сыграть в игру, чтобы он потренировался. Мацуми предупреждает его, что Шаен очень серьезно относится к играм. Во время игры они останавливают захваченный поезд в реальной жизни. Шаен превращает реальные миссии в игры. Давление усиливается, когда они сталкиваются с угрозой со стороны террористов, использующих вертолеты и дроны. Асана, поначалу испытывая трудности, использует глюк, чтобы оживить босса и победить дронов с помощью Кири. Они спасают положение. Шаен, недовольная тем, что он использовал глюки, заставляет Асана играть с ней 2 ночи подряд. Измученный Асана думает, что же будет его следующей миссией, и, наконец, засыпает. Проходит несколько дней, и однажды утром, когда Асана усердно тренируется с 5-сатилмовыми гирями на спине, ему звонит Нана, которому нужна помощь. Нана объясняет, что он выполняет сверхсекретную миссию в лаборатории, где ученые создают биологическое оружие. Они создали таблетку, которая может мгновенно убить всех в радиусе 10 километров, если взорвется. Нана, не придавая этому значения, говорит, что заставил работников лаборатории выпить его химикаты, но не хотел рисковать, вынося биологическое оружие наружу. Поэтому он проглотил таблетку, надеясь, что его организм справится с ней. Из-за этого он очень хочет спать и ведет себя как пьяный. Ему нужно, чтобы Асана пришел и забрал его, пока ученые не проснулись и не нашли его. Асана быстро одевается и направляется в лабораторию. Там непривычно тихо, и он видит, что охранники без сознания. Он задается вопросом, не Нана ли это сделал. Вдруг он слышит охранника, но не успевает ничего сделать, как охранник падает без сознания от удара тяжелой цепью. Из-за угла выходят 2 молодых людей. Они узнают Асана и представляются как Суи, и оба из правительственного разведывательного подразделения. Суи объясняет, что их отправили нейтрализовать лабораторию. Оба, обладающие острым слухом, чувствуют приближение врагов. Суи желает Асана удачи, но оба настаивают на том, чтобы они вместе разобрались с охраной. В лаборатории Асана находит Нана без сознания. Он подходит к нему, но в этот момент в Нана летит цепь. Асана отбивает ее ножом, но сам получает ранение в руку. Суи говорит, что они знают, что Нана проглотил биопасту, и считают его угрозой. Асана встает перед Нана, защищая его, и не дает им причинить ему вред. Суи, используя технику дыхания громовержца, быстро прорезает пистолет и тело Асана, из-за чего у него начинается сильное кровотечение. Оба расстроен, но Суи настаивает на том, чтобы они сосредоточились. Он собирается убить Нана, но тот просыпается и объясняет, что нейтрализовал токсины, и предлагает проверить это с помощью теста. Суи проверяет тест-полоску и подтверждает, что токсины нейтрализованы. Их миссия выполнена, и Суи оставляет мазь для ран Асана. Нана обрабатывает раны Асана и просит его не засыпать, но Асана теряет сознание от полученных травм. Через пару дней Асана приходит в себя, но Хейс наказывает его, подвесив над свечами. Потому что в интернете появилась статья, в которой говорится, что семья Язакура была побеждена правительственными шпионами. Это злит Хейса, который тоже получил плохие отзывы в Google. Мацуми и Нана вмешиваются, вытаскивают кляп изо рта Асана, который чувствует себя виноватым за то, что подвел семью. Он говорит Асана, что тот должен искупить свою вину, победив шпионов и украв их информацию. На следующий день Асана начинает следить за Суи, которая быстро замечает его и срывает с него одежду, из-за чего его арестовывают за публичное обнажение. Это повторяется несколько раз, и Асана расстраивается. Наконец, после целого дня слежки за Суи, Суи хвалит Асана и нападает на него. На этот раз Асана предугадывает нападение, хватает Суи за руку и подбрасывает его в воздух, зная, что Суи всегда делает одно и то же. Суи легко приземляется, признавая, что Асана стал сильнее. Ога лечит Асана, который гордится тем, что справился с испытанием. Но несмотря на газетные статьи о его обнаженных появлениях, в которых его называют извращенцем, у него появляется новая проблема, с которой он не знает, как справиться. Хотя Мацуми уверяет его, что будет любить его несмотря ни на что. Проходит несколько дней, и однажды утром Мацуми просит Асана помочь ей с одним делом. Асана, всегда готовый помочь, соглашается. Они идут по оживленному парку, и Асана, нагруженный тяжелой ношей, гадает, что за дело требует, чтобы он нес так много. Мацуми говорит ему идти дальше, пока они не дойдут до скамейки, где их ждет Суи с зелеными волосами.
Суи сухо здоровается с ними, а Мацуми спрашивает, как у него дела. Асана, ничего не понимая, спрашивает, что происходит. Мацуми объясняет, что у них есть дело к Суи, но Асана, все еще ничего не понимая, спрашивает, знает ли она его. Мацуми улыбается и говорит, что не стоит волноваться, называя Суи просто другом, что смущает Асана, но она уверяет его, что в мире шпионов это нормально. Они идут вместе, Суи и Мацуми болтают, а Асана плетется позади, как новичок. Они заходят в модное кафе, и Асана еще больше теряется, ведь он ожидал, что их ждет важное задание. Суи заказывает сложный кофе, чем впечатляет Мацуми, но внезапно под ними открывается люк, и они проваливаются вниз. Асана, который несет тяжелый груз, падает один, а Мацуми, которую несет Суи, болтает с ним. Суи приглашает их в здание правительственной разведки, предупреждая Асана, что может быть опасно. Мимо них пролетают стрелы, дротики, шипы и лазеры. Суи элегантно отбивает атаки мечом, а Асана отчаянно уворачивается. Суи грациозно приземляется, а Асана падает лицом вниз. Суи предупреждает Асана, что огромный металлический шар вот-вот раздавит его. Женщина разбивает шар на куски, и Асана, потрясенный, думает, сможет ли он защитить Мацуми. Они садятся, достают сладости и устраивают чаепитие. Рин, одноклассница Суи, съедает целый торт, а Суи лишь откусывает кусочек, а Асана в недоумении. Мацуми объясняет, что Рин их соперница, но они оба очень заботятся о ней. Рин критикует Асана, сомневаясь в его способности защитить Мацуми. Суи называет Асана неудачником, но Мацуми защищает его, говоря, что он сильный. Внезапно стены начинают трястись и рушиться, и в комнату врывается разъяренный Хёс, обвиняя их в том, что они забрали Мацуми без разрешения. Рин нападает на него, но Хёс атакует ее проводами. Рин разбивает его провода одним ударом, и они начинают ожесточенную схватку. Из-за сильного боя здание рушится, срабатывает сигнализация. Мацуми говорит Асана, что такое часто случается, и он шокирован. Он пытается разнять их, но не может. Мацуми встает между ними, заставляя их остановиться, но они не успевают прекратить драку. Асана бросается вперед, принимая удары на себя, и падает на руки Мацуми. Мацуи спокойно говорит им, чтобы они прекратили драться, иначе она больше никогда с ними не заговорит, и они сразу же успокаиваются. Хай испуганно клацает зубами, а Рин извиняется перед Мацуи. Она хвалит Асана за храбрость, а Мацуи говорит, что он сильный. Когда Асана приходит в себя, Рин поручает ему расследовать дело известного политика по имени Куро, который кажется странным, но на самом деле злой. Использует первоклассных шпионов для вымогательства, взяточничества и убийств. Правительственные шпионы нашли мало улик, и нужно больше, чтобы обвинить его. Асана выбран, потому что Куро не заподозрит чужака. Суми подстригает Асана, Мацуми красит его волосы в черный цвет, и они одевают его как секретаря. Ужаснувшись своему новому виду, Асана становится секретарем Куро. Во время публичного выступления протестующие называют Куро тираном. В суматохе на одного из протестующих падает большая колонка, но Куро спасает его, притворяясь, что заботится о людях, и тем самым повышает свою популярность. Когда Куро узнает, что он спас человека, он празднует это в машине скорой помощи. А сам подслушивает и узнает о планах незаконной деятельности, которые передаются с помощью танца и азбуки Морзе. Он узнает о заговоре с целью взорвать конференцию с участием премьер-министра. А сам предотвращает взрыв, выбросив бомбу наружу, где она взрывается, не причиняя вреда. Куро, зная о вмешательстве Асана, стреляет в него из пейнтбольного ружья и пытается активировать еще одну бомбу, наполненную сахарной ватой. Суи вмешивается, обезоруживает Куро и его шпионов, которые убегают, оставив Куро в плену. В фургоне Куро признается, что знает, что семья Асана погибла не в результате несчастного случая, а была убита. Асана в ярости требует ответов, попадая в ловушку Куро. Асана спрашивает, откуда Куро знает о его семье, но Куро отказывается отвечать, давая лишь загадочные советы о скрытой правде в мире. Внезапно Асана звонит Суи, который сообщает ему о чрезвычайной ситуации. Заместитель премьер-министра был похищен, и его местонахождение транслируется в прямом эфире. На встрече с ним был двойник, и Суи считает, что это Куро все подстроил. Суи хочет, чтобы Асана допросил Куро, чтобы узнать, где находится заместитель премьер-министра. Куро, услышав это, говорит, что время выбрано удачно, потому что он сам собирался отправиться на место похищения. Он освобождается от наручников и бросает бомбу-серьгу, которая взрывается и уничтожает фургон. Тем временем в особняке Азакура эксперимент Нанао идет не по плану и происходит взрыв. Мацуми вбегает в комнату с противогазом и находит Нану, чьи мышцы вышли из-под контроля. Нанао возвращается к работе, беспокоясь об Асана и пытаясь создать сильное исцеляющее зелье. Мацуми тоже волнуется, но успокаивает себя тем, что готовит праздничный ужин в честь возвращения Асана, надеясь, что еда его исцелит. Нанао говорит Мацуми, что Кенго делает Асана новое лицо на случай, если его никто не узнает.
Шаен отключает компьютеры в шляпах, чтобы избежать проблем, если с Асана что-то случится. Шинзо так волнуется, что прячется в мусорном баке. Они с Футой пьют чай. Фута уверена в способностях Асана и желает ему смерти. Мацуми все еще беспокоится о муже. На месте взрыва Асана спасает водителя от огня, физически не пострадав, но испугавшись слов Куро. Суми звонит, и Асана уверяет его, что он в порядке и спас водителя, но Куро сбежал. Сью рассказывает, что Куро – бывший легендарный шпион, погибший 6 лет назад, а теперь политик. Они ожидали, что Куро сбежит, и установили на него GPS-трекер, приказав Асана вернуться домой, так как его миссия выполнена. Куро транслирует в прямом эфире свою встречу с похищенным заместителем премьер-министра, что вызывает общественный резонанс. Министр, разочарованный в Куро, не может понять его мотивы. Куро снимает маску и показывает свои черные глаза, и министр узнает в нем шпиона из своего прошлого. Куро обращается к зрителям, желая отомстить за смерть своей дочери и планируя убить министра. Асана вовремя появляется и стреляет в записывающее устройство. Куро отказывается отпускать министра, зная, что Асана не сможет выстрелить в него, не причинив вреда министру. Куро стреляет в Асана, заставляя его выронить пистолет. Асана сокращает дистанцию и хватает Куро сзади. Но Куро сбивает его с ног и связывает стальной проволокой. Асана спрашивает, откуда Куро знает о техниках семьи Изакуро. Куро объясняет, что он умеет собирать информацию и хочет отомстить за смерть своей дочери, которую предал политик. Асана отказывается от предложения Куро выдать информацию о его семье в обмен на то, что он отступит. Суи проделывает дыру в полу и забирает шпионов Куро с собой. Асана сражается с Куро, который знает все его приемы и использует на нем яд. Асана, вспомнив совет Хайсё о том, как удивить противника, использует технику бесшумной ходьбы, чтобы оказаться за спиной у Куро, блокируя его нож синтетической кожей. Асана зажимает пистолет Куро слизью, ломает второй пистолет стальной проволокой и прижимает Куро к полу. Куро, признавая, что проиграл из-за самоуверенности, хвалит Асана и решает поделиться информацией. Куро дает Асана листок бумаги, но его убивают выстрелом в шею, прежде чем он успевает что-то сказать. Поэтому он подозревает, что Куро молчит из-за другого убийцы. Асана, гордый, но обеспокоенный, держит листок бумаги. Листок ведет к могиле дочери Икуро, исполняя последнее желание Куро. Он находит коробку с информацией о своей семье. Вернувшись домой, Асана встречает свою семью, Мацуми обнимает его, и все хвалят его за старания. Несмотря на то, что у него еще много вопросов, он чувствует себя счастливым и находит общий язык со своей новой семьей. Через пару дней Рин вызывает Асана и Мацуми к себе в штаб-квартиру. Они садятся, и Рин поздравляет Асана с успешным заданием и объявляет, что они будут праздновать это событие за горячим супом. Все собираются за столом, и Рин накладывает Асана огромную порцию риса, а затем уходит готовить суп. Кэрри спрашивает у Суи, что Рин имеет в виду. Суи объясняет, что когда Рин готовит горячий суп, она сама ловит всех животных, а потом приносит их на кухню. Рин подходит к огромной куче мертвых животных и выбирает, какое мясо использовать для супа. Суи предлагает свою помощь, и одним изящным взмахом меча он мастерски нарезает мясо на идеальные кусочки для супа. Когда комната наполняется аппетитным запахом, Хасёо подает Мацуми суп, мясо и овощи. Она тепло благодарит его, но прежде чем она успевает попробовать, он сует ей в рот целую горсть овощей, от чего она давится. Он говорит Асана, что подавать Мацуми еду – его привилегия. Затем он готовит для Мацуми, но Рин сует ему в миску голову, говоря, чтобы он перестал ревновать. Разъяренный Хасёо начинает кидаться едой, и все быстро разбегаются. Тода, не в силах вынести такое расточительство, пытается схватить миску, но получает удар летающей рыбной котлетой. Тем временем Суи спокойно уклоняется от летящей еды, ловит кусочки мяса и ест их. Он говорит Асана, что уклоняться от еды, которая летит не в тебя, легко, а затем использует свою особую технику ходьбы, чтобы наполнить миски для Мацуми и Асана. Муцуми дает Асана одну миску, а другую оставляет себе, а Суи предупреждает Асана, что неправильная техника ходьбы может повредить его кости. Не успевает Асана отреагировать, как ему в лицо прилетает кусок горячего мяса, и он вскрикивает, а Суи продолжает спокойно есть. После ужина Ольга и Рин засыпают на полу, а Суи быстро убирает со стола. Кино сидит за полкой и смотрит на маленький кубик, размышляя, есть ли в нем правда о смерти его семьи. Мацуи подходит к нему и спрашивает, есть ли в кубике информация о его семье, и он отвечает, что есть. Асанов признается, что когда он спас премьер-министра от Куро, у него был момент, когда он хотел отомстить за свою семью так же, как Куро,
и от этого ему не стало легче. Мацуми целует его в щеку, и он удивляется. Она улыбается и говорит, что хотела его утешить. Кубик открывается, и внутри оказывается мрамор. Асана понимает, что это оптический прибор, но увидев, как Мацуми целует Асана, глаза Хиза блестят от ярости, и он готовится напасть на Асана. Рин удерживает его, говоря Асана, чтобы тот бежал. Позже Асана и Мацуми возвращаются домой. Асана, чувствуя усталость, понимает, что кто-то сидит у него на голове. Это убийца Аяка в костюме горничной. Мацуми объясняет, что Аяка останется живой и будет помогать по дому и защищать Асана. Аяка, заявляя, что знает все об оптическом диске, забирает его у Асана. Чиен, сонно входя в комнату, берет мрамор. Он старый и сломанный, и ей понадобится время, чтобы извлечь данные. Мацуми уводит Аяку, чтобы научить ее заваривать чай, а Асана беспокоится, что в доме появился убийца. Аяка говорит Асана, что за его голову назначена награда, и он стал еще большей мишенью. Она будет каждый день пытаться убить его, чтобы тренироваться. Она швыряет в него вилки, а Асана размышляет о своем будущем. В тот вечер уставший Асана лежит на столе. Мацуми предлагает ему чай, но он хочет сначала принять ванну. Войдя в ванную, Аяка застает его врасплох, делает фотографии и брызгает на него кислотой, которая разъедает стены. Уклоняясь от ее атак, включается система защиты дома, и Аяку бьет током. Асана отключает электричество, спасая Аяку, но застает ее в компрометирующей ситуации и гонится за ней с пыточным устройством. Аяка присоединяется к погоне, снова влюбившись в Асана. Через несколько дней Асана начинает свои обычные миссии. Однажды он забывает свой телефон, и Мацуми замечает пропущенный звонок от кого-то по имени Каору. Схватив телефон, Асана сбрасывает звонок и уходит, что вызывает подозрение у Мацуми. Аяка пугает ее, утверждая, что это признаки измены. Мацуми, доверяя Асана, говорит Аяке, чтобы она не волновалась. На следующий день Мацуми берет Голиафа на прогулку с Асана, наслаждаясь временем, проведенным вместе. Голиаф, помесь мистического волка и собаки, может менять форму. Он становится больше, и Мацуми катается на нем верхом, предлагая прокатиться и Асана. Голиаф отбрасывает его хвостом, заставляя Асана держать поводок. Голиаф бежит с невероятной скоростью, протаскивая Асана по воде, и тот оказывается весь мокрый в парке. Внезапно происходит взрыв. Мацуми спасает детей, а Голиаф прикрывает ее. Они понимают, что Асана пострадал больше всех, и Мацуми злится. Голиаф выслеживает запах детонатора и приводит их в подвал, где преступник убит Голиафом. В тот вечер Асана получает звонок и спешит домой. Мацуми и Голиаф следуют за ним, и Голиаф позволяет Асана прокатиться на нем. Дома Аяка обвиняет Асана в измене, и Хайс присоединяется к ней. Приходят два правительственных шпиона, уточняют, что Кару старик, и показывают редкие чайные листья, которые Асана достал для него. Кару, тронутый усилиями Асана, давится от стыда. Они все садятся пить чай и обсуждают планы на будущее для семьи Изакура. Через несколько дней Фута тренирует рефлексы Асана, стреляя в него из пулемета шариками для бейсбола. Он изо всех сил пытается увернуться от них и после интенсивной тренировки возвращается домой уставший. Дома Асана застает Мацуми за просмотром старой фотокниги. На фотографиях все выглядят намного моложе, и Мацуми с гордостью показывает их Фуди и Асана. Заинтересовавшись, Асана спрашивает, и Мацуми объясняет, что это было сделано в честь того, что Нанао сдал экзамен на получение лицензии шпиона. Фуда добавляет, что это семейная традиция делать семейное фото, когда кто-то получает лицензию. Заинтригованный, Асана спрашивает о лицензии шпиона. Фуга и Мацуми переглядываются, прежде чем объяснить, что лицензия шпиона – это что-то вроде членской карточки, выдаваемой Ассоциацией шпионов, созданной в начале 20 века для поддержки шпионов. Ассоциация проводит ежегодные экзамены, и те, кто их сдает, получают лицензию шпиона. Фиона показывает свою золотую лицензию, высший ранг. Она говорит Асана, что лицензия шпиона дает доступ к информации и рекомендациям по работе от ассоциации, а также к другим привилегиям. Все начинают с бронзового ранга, и повышение по результатам экзаменов повышает уровень. Чем выше уровень, тем сложнее задание, но и награды лучше. Асана, желая принять участие, выражает заинтересованность в сдаче экзамена на лицензию. Фуда поддерживает его, но Кару, который подслушал разговор, напоминает ему, что все члены семьи сдавали экзамен с первого раза и предупреждает, что провал недопустим. Асана готовится к угрозам Кару, но его прерывает крик Аяки из комнаты Шана. Они подбегают к месту происшествия и видят плачущую Аяку, которая извиняется перед Шань. Чиен объясняет, что Аяка случайно вызвала сбой в программе, когда работала над ней. Внезапно на огромном экране появляется сцена из фильма ужасов, от которой Асана приходит в ужас. Однако Мацуи и Чиен быстро понимают, в чем дело. Фуду парализовала от страха. Она дрожит, закутавшись в одеяло, и боится призраков, потому что ее способности на них не действуют. Мацуи и Шайн вспоминают, как Фуда однажды из страха разрушила дом с привидениями. Мацуи успокаивает Фуду, уверяя, что после отдыха с ней все будет в порядке. Несмотря на их усилия, Фуда все еще нервничает и взбирается на голову Мацуи при малейшем звуке.
Чиен рассказывает о паранормальных явлениях в доме, еще больше пугая Фуду. Мацуи останавливает Чиен, прежде чем Фуда успевает вырвать ей волосы. Весь остаток дня Фуда цепляется за Мацуи и постоянно нуждается в поддержке своей сестры. Она может попросить Шань проводить ее в туалет, а Шинзо переключает канал, когда начинается программа ужасов. Кёнгу пытается разыграть ее, но все его останавливают. После долгого дня заботы о Фуде Мацуми укладывает ее в постель и просит Осаму постоять на страже. Фуда, все еще дрожа, успокаивается, когда Мацуми читает ей любимую сказку на ночь, современную адаптацию известной японской сказки. Мацуми засыпает на середине истории, и ее сменяет Осама, которая читает о мальчике, который становится надеждой человечества и побеждает своего друга-демона в финальной битве. Несмотря на то, что история кажется Осане нелепой, она дочитывает ее до конца. Фуга, успокоившись, благодарит Осану и рассказывает, что ее мама читала ей эту сказку. После смерти матери она стала бояться, что не сможет защитить своих близких. Осана признается, что чувствует себя неуверенно, ведь она старшая дочь, и ей кажется, что она не справляется с обязанностями. Осана слушает, делится своими страхами потерять близких, но объясняет, что это мотивирует его становиться сильнее. Фута посмеивается и советует ему лечь спать, пожелав удачи на экзамене. В день экзамена по шпионажу первое задание – бег с тяжелыми грузами на ногах. Мацуми подбадривает Осану из зоны ожидания, когда он обгоняет всех и финиширует первым. Некоторые участники недовольны его успехом. Во время перерыва Осана ест рисовые шарики, приготовленные Мацуи, которая советует ему отдохнуть перед следующим испытанием. Парень с ирокезов, которого он победил, собирается напасть на Осану, чтобы получить награду. Но прежде чем он успевает добраться до Асаны, другой участник по имени Хаши сдувает его порывом ветра, предупреждая, что драки запрещены. Парень с ирокезов ругается на Хаши, но быстро отступает, когда видит, что его нож сломан. Осана благодарит Хаши, который отмахивается, говоря, что просто защищает то, что любит. Хаши съедает рисовое зернышко с лица Асаны, делая кокетливый комментарий, который пугает Осану. Мацуми узнает в Хаши главного ловеласа в мире шпионов, который не обращает внимания на возраст и пол. Она сердито предупреждает его держаться подальше от ее мужа, но Хаши заявляет, что он рад быть запасным вариантом. Он делает селфи с Осаной и показывает крошечную куклу Асаны, которую он сделал из одежды и волос, оставленных на месте миссий. Осана с облегчением выдыхает, когда объявляют следующее испытание. Оно заключается в том, чтобы освободиться от цепей под водой, что Осана легко делает. Хаши в соседнем бассейне продолжает свои кокетливые комментарии. Следующий тест – это игра в прятки с убийцами, и Хаши находит Осана, крепко обнимает его и привлекает внимание убийцы. В тесте на обезвреживание бомбы Осана успешно справляется с заданием, но Хаши все еще рядом и продолжает его доставать. Во время письменного экзамена неправильные ответы приводят к тому, что Осана застревает в потолке. Осана пытается выбраться, и Хаши показывает ему свой заполненный лист с ответами. Когда тест заканчивается, участники собираются, чтобы получить свои шпионские лицензии. Помещение начинает разрушаться, и это становится последним испытанием. Коридор рушится, и все бегут вперед. Махавк сбивает Осана с ног. Осана цепляется за осыпающийся пол, но Хаши помогает ему, создавая порыв ветра, который поднимает их обоих в безопасное место. Хаши признается, что он шпион серебряного ранга и экзаменатор, который оценивает характер. Он хвалит Осана за решительность и вручает ему лицензию. Асанома, обрадовавшись, думает, что Хаши пошутил о своей влюбленности, но Хаши настаивает, что он говорит серьезно. Позже устраивают вечеринку в честь Асаномы. Он опаздывает, объясняя, что провалился сквозь стены, которые сам же и проломил, чтобы подсмотреть за Мацуи. Фуда понимает, что он тоже был причастен к этим странным событиям и наказывает его, ломая ему кости. Они делают семейное фото, чтобы отпраздновать получение Осана лицензии шпиона, и помещают его в семейный альбом, отмечая еще одну веху в их совместном путешествии. Проходит несколько дней, и Осана возвращается домой после долгого учебного дня и находит в своей сумке полковника Сандерса, который вылезает и говорит, что не хотел иметь дело со всеми ловушками, поэтому запрыгнул в сумку. Он представляется дедушкой этой семьи, но, как и любой здравомыслящий человек, Осана начинает стрелять в него из пистолета. К счастью, Мацуми не дает ему убить дедушку и представляет его как дедушку Бана. Этот скользкий тип пытается флиртовать с Аякой, а потом дает Мацуми деньги в качестве подарка на свадьбу и говорит, что хочет прогуляться с Осаной, чтобы познакомиться поближе. Но тут появляется Хайсё и полностью обездвиживает его своими проводами, приказывая ему немедленно вернуться в тюрьму. Осана в шоке, но дедушка говорит, что он просто постоянно находится в тюрьме, выполняя свою миссию, и что он вернется позже. Хайсё говорит, что если он не хочет пострадать, то должен выполнять приказы, но Бан бросает ему вызов и без проблем освобождается от проводов. А потом бросает дымовую шашку и убегает вместе с Осаной. Он сразу же звонит Осане и говорит, что Бан – первоклассный шпион, который умеет проникать в секретные места и выбираться оттуда, но при этом он болтун, который рассказывает все секреты любой женщине, чтобы произвести на нее впечатление. Он говорит Осане, что если нужно, то пусть хорошенько врежет Бану, но пусть следит за ним. Осана оглядывается по сторонам, потому что старая корга привела его в бар,
где Бан окружил себя девушками и собирался выдать какую-то сверхсекретную информацию. Но тут Асана вмешивается и пытается его остановить. К сожалению, старик слишком быстр и убегает, но Асана был готов к этому и использовал специальный клей, чтобы приклеить его к стулу. Бану все равно, он сбрасывает одежду и бросает вызов Асане, чтобы тот его поймал. Даже после того, как он испробовал все свои уловки, Асане не удалось поймать его. Бен угощает его выпивкой, но тот отказывается, потому что он несовершеннолетний. Бан называет его слабаком за то, что тот не рискует в жизни, а потом рассказывает ему о своей любви к бабушке по имени Кика. Он говорит, что она дала ему новую жизнь, и он любит ее больше всего на свете. Асана удивляется, как, черт возьми, он собирается вернуть этого старика в тюрьму, когда к нему подходит пожилая женщина с голубыми волосами и спокойно надевает на него специальные наручники, которые взрываются. Он удивленно оборачивается и понимает, что это его жена Кика. Он сразу же обнимает ее, а она говорит ему, чтобы он возвращался в тюрьму, потому что у него есть задание. Мацуми подбегает к Асане и говорит, что знала, что ее бабушка сможет позаботиться о Бане. Вскоре Мацуми и Асана возвращаются домой, а Кика разрешает Бену провести с ней день. Через пару дней Азаки решают пойти в торговый центр за покупками, и Саймус вскоре узнает, что этот торговый центр предназначен для преступного мира. Мацуми спокойно покупает гранаты в торговых автоматах и боеприпасы в магазине, а остальные члены семьи покупают себе игрушки и все необходимое. После того, как он купил себе пуленепробиваемую рубашку, Асема находит потерявшуюся девочку и говорит, что какие-то мужчины силой увели ее отца в подвал. Мацуми, кажется, знает, где они, и сразу же набирает код на лифте, который спускает их в подземный блошиный рынок, где очень опасно. Прогуливаясь по торговому центру, они встречают отца девушки, которого избивает бандит, требующий денег и угрожающий убить его семью. Асана сразу же вырубает его электрошокером, и семья воссоединяется. Но это оказывается плохой идеей, потому что все узнают Мацуи и Асана и решают получить награду в $500 000 за их головы. Но тут появляется Асана и спасает их, спокойно расправляясь с бандитами с помощью своих проводов. Вскоре появляется еще несколько бандитов, но тут же появляется и семья Изакура, которая превращает все в веселую игру, уничтожая не только врагов, но и весь торговый центр, который начинает тонуть, когда они покидают его после удачного шопинга. Однажды утром Асана снится, что его семья собиралась в поход, но пошел дождь и испортил их планы. Асана развлекал младшего брата, показывая ему свои навыки в видеоиграх, а мама советовала ему направить эту энергию в учебу или спорт. Они шутили и смеялись, пока не случилась трагедия, и Асана потерял всю свою семью в автокатастрофе. Сон заканчивается похоронами, и Асана просыпается, дрожа и обливаясь потом. Позже Шаен говорит, что в устройстве для оптической памяти, которое Асана получил от Куро, есть список гостей на свадьбу Изакура. В частности, на свадьбу 9 главы семьи их родителей. Шаен выводит список на огромный экран, отмечая, что большинство гостей были обычными людьми, что говорит о том, что это было публичное мероприятие. Что шокирует Шаен, так это присутствие родителей Асана в списке. Шен рассказывает Асанана о том, что хотя этого недостаточно для каких-либо выводов, есть связь между его семьей и Изакурами до его рождения. Асанана быстро это усваивает, вспоминая слова Куро о том, что его семья погибла в аварии при необычных обстоятельствах. Он говорит, что с тех пор морально готовился к любым откровениям. Мацуми, однако, потрясена, плачет и не может смотреть Асанана в глаза, боясь, что его семья погибла из-за связи с Изакурами. Асанана берет ее за руки, убеждая не делать поспешных выводов. Он говорит, что им нужно больше узнать о связи, прежде чем делать какие-либо выводы. Тронутый его словами, Мацуми успокаивается, а Шаен ревниво просит их уйти. Асанана просит Шаен помочь ему узнать больше о его родителях, даже если это будет непросто. Шаен, притворяясь раздраженной, тычет его в глаз и говорит, чтобы он не разговаривал с ней, как с незнакомкой. Они с Дэвисом придумывают план, как попасть в подземный мир, подозревая, что там может быть какая-то информация о бывшем главе семьи. Она отправляет Асанана в библиотеку мертвых, частную организацию, которая собирает информацию о людях, пропавших без вести. Следуя ее инструкциям, Асанана спускается в люк в отдаленном районе. Войдя в библиотеку, Асанана видит людей, читающих книги на секретные темы. Один мужчина смеется над необычным способом смерти, но библиотекарь Ми, шпион серебряного ранга, который ненавидит шум, тут же заставляет его замолчать. Шен предупреждает Асанана, чтобы тот молчал, потому что Ми накажет любого, кто издаст хоть звук. У Ми такой острый слух, что Шаен уменьшает громкость наушников Асанана до минимума. Бесшумно передвигаясь по библиотеке, Асанана видит, как Ми убивает любого, кто издает хоть звук. Он чуть не роняет книгу, но вовремя ловит ее, избегая падения. В конце концов, Асана находит папку с документами о своем отце, но не находит ничего нового. Однако он замечает в книге дырку, которая совпадает с отверстием для оптического диска. Вставив диск, Асана видит, что содержимое книги изменилось. Там появились фотографии его семьи, имена которых были зачеркнуты, а слово Тампопа выделено жирным шрифтом. Понимая, что Тампопа может быть связан со смертью его семьи, Асана вздрагивает, когда книга сообщает
сообщает, что самоуничтожится через 3 секунды из-за несанкционированного доступа. Книга взрывается, издавая достаточно громкий звук, чтобы привлечь внимание. Шайен, услышав взрыв, приказывает Асана бежать, а сам приближается к нему. Ми атакует, но Асана уворачивается. Шайен приказывает Асана выстрелить в розетку, чтобы в библиотеке погас свет. Асана бежит к выходу, но Ми преграждает ему путь, жаждая крови. Мацуи придумывает план и говорит Асана направить наушники на Ми. Асана доверяет ей и делает, как она говорит, а Мацуи кричит в микрофон, издавая резкий звук, который выводит Ми из строя. Асана убегает и возвращается домой, решив узнать больше о Тампопо. Дома он пытает Асана, кладя ему на колени груз весом в 400 килограммов и связывая ему руки. Читая руководство по пыткам, он говорит, что не ожидал, что семья Асана станет жертвой Тампопо. Асана спрашивает, что он имеет в виду, и Мацуи объясняет, что Тампопо убил и мать Мацуми, предыдущего главу семьи. Несмотря на обширные ресурсы, Мацуи мало что знает о Тампопо, только то, что они могущественны, у них есть татуировки в виде одуванчиков, и они охотятся на Мацуми. Он добавляет еще один вес, говоря о том, как тяжело терять близких, а Асана умоляет его о пощаде. Затем Мацуи рассказывает, что он нашел новую информацию. Он сузил круг поисков, сосредоточившись на медицинской отрасли, и выяснил, что 15 человек в этой сфере погибли в результате несчастных случаев, примерно в то же время, когда была убита семья Асана. Все они были связаны с Макото, директором клиники Каваши. Хотя он и не называет Макото главным организатором, но считает, что тот играет важную роль в Тампопо. Он спрашивает Асана, хочет ли тот разоблачить эту темную организацию, и Асана соглашается. Под видом 75-летнего пациента Асана, а Мацуми его 50-летней жены, они приходят в клинику Макото. Тяжелые металлические пластины в теле Асана делают его движения похожими на движения старика. Медсестра вызывает их, и Макото осматривает Асана, отмечая его хорошее здоровье и целые зубы. Макото кажется искренним, и Асана не знает, что и думать. Позже Асана лежит на больничной койке, и Мацуми кормит его. Она надеется, что их последние годы будут спокойными, без убийств и шпионажа. Асана соглашается, говоря, что хочет, чтобы она пережила его, потому что не сможет жить без нее. Мацуми нежно продолжает играть свою роль. Ночью Асана пробирается в кабинет Макото. Зайдя в его компьютер, он обнаруживает, что там много нарушений, пустых папок, паролей и отпечатков пальцев. С помощью программы из Шайенна он открывает файлы, связанные с Тампопо. В файлах раскрывается тайна семьи Изакура. Специальный белок, называемый призывом, в их крови усиливает способности и действует как высокоэффективный допинг. Поскольку белок невозможно получить искусственным путем, Тампопо использует сердце Мацуми для его непрерывного производства. Асана потрясен, и в этот момент входит Макото. Он нападает на Асана, срывая с него маску. Узнав Асана, Макото говорит, что не ожидал, что тот выживет после аварии. Асана обвиняет его в убийстве своих родителей и матери Мацуми, но Макото отмахивается от этого, считая это пустяком. Макото показывает татуировку в виде одуванчика, подтверждающую его связь с Тампопо, и наносит Асана удар. Тяжелые металлические пластины спасают Асана, который отвечает на удар, говоря, что ему не безразлично Мацуми. Он стреляет из электрошокера, но Макото рассеивает заряд, говоря Асана, чтобы тот использовал свой второй шанс с умом. Макото убегает, используя светошумовую гранату. Хотя Макото удалось сбежать, Асана получил данные и обещает разоблачить Тампопо и защитить Мацуми. Проходит несколько дней, и однажды утром Асана оказывается на корабле посреди моря, и рядом с ним никого нет. Асана думает, что на этот раз он действительно может убить его, но, к его удивлению, Макото ведет себя дружелюбно, помогает ему ловить рыбу, предлагает еду и все такое. Это пугает Асана больше всего, когда вместо рыбы он вытаскивает из воды врага, который запрыгивает на корабль и начинает стрелять. Асана быстро сбивает его с ног и бьет по лицу, а когда тот говорит, что для шпиона очень важно уметь драться в воде, и когда они с Фууда были маленькими, они часто это делали. Асана понимает, что это не тренировка. Асана думает, что это может быть тренировка, но Макото отвечает, что это настоящие враги, и разослал листовки всем вражеским организациям, чтобы Асана потренировался. Вскоре из воды на своих лодках выплывает огромное количество врагов, и начинается настоящая битва, а Асана наблюдает из угла, как пули летят во все стороны. Асана каким-то образом удается справиться почти со всеми врагами, но тут в их лодку врезается торпеда и взрывает ее, выбрасывая всех в открытое море. Асана каким-то образом удается найти плавающую доску и спасти одного из врагов от утопления, когда он замечает, что на торпеде есть знак Тампопо. Хайс проплывает мимо него и говорит, что слышал слухи о том, что Тампопо использует эти воды для контрабанды и убивает всех, кто приближается к этому месту, и теперь это подтвердилось. Внезапно он поздравляет Асана с тем, что тот пока что отбивается от врагов,
и использует свои провода, чтобы подбросить Асана в воздух для следующего испытания. Асана падает обратно в море, где его чуть не сбивает другая торпеда. Но ему удается увернуться и ухватиться за нее своим проводом-поясом. Он говорит, что торпеда направляется к ним и ему ничего не сделает. Но все остальные здесь точно разлетятся на мелкие кусочки. Он говорит Асана, что раньше он всегда жертвовал собой, чтобы спасти других. Но теперь он шпион бронзового ранга, а значит должен спасти всех, не навредив себе. Асана тут же забирается на торпеду и медленно, но верно пытается ее обезвредить. Остальные мужчины пытаются уплыть, чтобы спастись, а он спокойно ждет, что будет дальше. К счастью, Асана удается обезвредить торпеду прямо перед тем, как она попадает в Хайса, который поздравляет его с успехом. Пока подводная лодка Тампопу удивляется, что торпеда обезврежена, они решают выстрелить еще одной в то же место. Но Хайс приплывает туда на торпеде вместе с Тайо и бросает торпеду в подводную лодку, одновременно разрезая ее на куски своими проводами, что приводит к мощному взрыву. Асана измотан, пока он бесцельно плавает в океане, его спрашивают, действительно ли он хочет сразиться с Тампопо, ведь это огромный синдикат, с которым не могут справиться даже несколько шпионов золотого уровня. Но Асана не преклонен, поэтому он решает взять его с собой на войну с Тампопо. На следующее утро он отправляет его в отель, где Макко должен быть на верхнем этаже. Он также говорит, что Синдза скоро придет, но пока Асана должен разведать обстановку. Асана пытается просто подняться на верхний этаж, но ему приходится столкнуться с трудностями, и его вышвыривают из лифта. Затем он решает стать лучшим в скалолазании и поднимается по зданию в своих специальных перчатках, но из-за драки между парочкой снова падает в бассейн. Внезапно он замечает пожилую богатую даму, которая просит одного из официантов отнести ее собаку на 4-й этаж в ее номер. Поэтому он решает переодеться в собаку и пробирается в номер Мако. Он сразу же достает пистолет и направляет его на Макко, который стоит там с огромным мужчиной, владельцем отеля. Макко говорит, что у него нет на это времени, и отдает Нуру, владельцу отеля, небольшой мешочек, прежде чем сказать ему позаботиться о мальчике. За окном появляется вертолет, и Нур разбивает стекло, бросая его в Санна, пока Макко убегает. Огромный мужчина достает из мешочка маленькую иглу, утверждая, что в ней стероид, который может воспроизвести силу Езакуры. Он вонзает в себя иглу и тут же превращается в самурая Сулика, который успевает выхватить пистолет Асана, прежде чем тот успевает выстрелить. Он наносит мощный удар, отбрасывающий Асана, но успевает ударить его ножом в плечо. Нора, похоже, не замечает этого, вытаскивает нож, и рана тут же затягивается. Он подходит к Асана и хватает его за горло, но тут пол под ними проваливается, и из дыры появляется мусорный бак, который стреляет из лазерной пушки. Из бака, как настоящий американец, вылезает Шинзо, извиняясь за опоздание. Нора появляется из дыма и говорит Шинзо, что его не победить такими фокусами. Но Шинзо решает сначала спасти Асана и выбрасывает его в окно с парашютом, чтобы тот не разбился. Затем Шинзо достает огромное количество оружия и начинает стрелять в Нору, но из-за его сверхбыстрого исцеления это его не беспокоит. И он тут же подбегает к Шинзо, который успевает блокировать его удар, прежде чем вступить в схватку. Мур понимает, что не сможет победить настоящего детка Акуру, поэтому использует план Б и говорит Шинзо, что переключатель в его зубах может взорвать весь отель вместе со всеми людьми внутри, и это заставляет Шинзо отступить. Нора пользуется этим и начинает избивать Шинзо, который очень хорошо сложен и принимает удары как настоящий чемпион. Внезапно Муру звонит администратор и кричит, что внизу сумасшедший террорист, который стреляет в воздух и кидает гранаты повсюду. Асама продолжает вести себя как психопат, заставляя всех быстро покинуть отель, в то время как Ноор теряет контроль над Шинзо, который вступает в бой с врагом. Шинзо достает свой огромный рельсотрон и говорит Ноору, что только он из всей семьи может стрелять из него из-за отдачи, а Ноор стоит и уверенно думает, что ему ничего не будет. Шинзо улыбается и стреляет в Ноора, от чего взрывается вся стена здания рядом с ним. Когда дым рассеивается, Мур падает замертво, а Шинзо говорит Асана, чтобы тот спустился на этаж ниже. Асана начинает идти, но спотыкается, и добрый старик спасает его от падения и, ничего не сказав, уходит. Пока Асана удивляется, почему гражданский все еще здесь, появляется Шинзо и, увидев Асана, который весь в дырах от пуль, шокирован. Асана теряет сознание от потери крови, а Шинзо подхватывает его и говорит, чтобы он не отключался. Вскоре они возвращаются в дом Езакуры, где Асана спасают, а Нана говорит, что в него попали больше 10 раз, и он в критическом состоянии. Вскоре они выходят из комнаты Асана, чтобы дать ему отдохнуть,
как вдруг раздается сигнал тревоги. Мацуми не понимает, что происходит, но Фуда и остальные врываются в ее комнату и говорят ей оставаться на месте, потому что сигнал означает, что огромное количество врагов проникло на территорию Язакуры. Оказывается, это солдаты Тампопо во главе с мускулистым блондином. Первая линия обороны — Голиаф, который тут же превращается в огромного волка и начинает уничтожать всех, кто пытается приблизиться к дому. Это всех напугало, но блондинка-культурист говорит, что настоящие монстры — это братья Исака, которые выходят из дома, чтобы разобраться со всем этим. Начинается полномасштабная битва, все кроме Хиса уничтожают врагов, но, к удивлению, эти люди гораздо сильнее и обладают хорошей регенерацией. Блондин приказывает второй группе атаковать особняк, но Хиса говорит, что они просто отдыхают, и как только кто-то попытается напасть, он просто разорвет их на куски своими проводами. Блондин знает, что битва складывается не в их пользу, поэтому он вводит себе еще больше стероидов и наносит мощный удар по Голиафу, который впервые получает травму. Все в шоке, когда огромный волк врезается в особняк, разрушая стены, а здоровяк стоит на нем. Внезапно старик использует режим гибернации на доме, закрывая все входы, и Фуда подбегает к Хиса, утверждая, что только глава семьи, у которого есть особое кольцо, может это сделать. Но Хиса впервые выглядит серьезным и говорит Фуде, что это определенно их отец, который спланировал нападение, и клянется забрать у него кольцо. Он спокойно уходит в лес, где наконец встречает своего отца, который ранил Асана, и просит вернуть кольцо, которое принадлежало его матери. Вернувшись в особняк, Мацуми понимает, что электричество отключилось и нет связи, и из-за этого состояние Асана ухудшается. Она думает, что же ей делать, и вспоминает, как мама рассказывала ей о необычных способностях, которые есть у членов семьи Язакура. Она тут же достает маленький контейнер и с помощью сирен выкачивает немного своей крови, прежде чем перелить ее Асана, надеясь, что он выживет, потому что его сердцебиение опасно замедлилось, а тело остыло. Внезапно в комнату врывается светловолосый монстр и прыгает, чтобы прикончить Мацуми, но, к ее удивлению, Асана просыпается и отталкивает блондина, спасая ей жизнь. В нем что-то изменилось, его глаза начинают светиться розовым, и он говорит блондину, чтобы тот держался от нее подальше, и стреляет ему в лицо. Мускулистый монстр уклоняется от выстрела, но Асана бросается в атаку и наносит мощный удар ему в лицо. Асана сам поражен своей новообретенной силой и быстро наносит еще один удар, отбрасывая врага, но вдруг его тело слабеет, и он падает на колени. К счастью, Мацуми рядом и говорит ему успокоиться и сосредоточиться на ее голосе, не думая об опасности, в которой они находятся. Благодаря этому Энемо удается взять себя в руки. Но уже слишком поздно. Монстр хватает Мацуми и отбрасывает ее в сторону, прежде чем нанести смертельный удар Асана. Но это уже не имеет значения, потому что Асана легко блокирует его удар, а затем наносит свой взрывной удар, который прожигает дыру в его теле, и он падает замертво. Вернувшись в лес, он спрашивает отца, зачем он все это устроил, ведь он явно хотел загнать Мацуми в угол, чтобы Асана ранил ее, а потом нанял банду Тампопо, чтобы они напали на них. И Мацуми поделилась с Асана своей кровью. Старик просто улыбается и говорит, что он просто хотел, чтобы она стала сильнее, и тогда Мацуми ничего не угрожало бы. Затем старик поворачивается, чтобы уйти, но она хватает его за руку и буквально разрезает все вокруг на две части. К его удивлению, отец легко ловит его за руку, ведь это он научил Ану пользоваться этими проводами. Но Ане, похоже, все равно, и он использует провода, чтобы вывернуть отцу руку, заставляя его снять кольцо, а затем отец исчезает. В особняке Мацуми обнимает Асана, радуясь, что он жив, и тут ей звонит Чейни и спрашивает, все ли с ними в порядке. Она сразу же сообщает остальным братьям и сестрам, что Мацуми в безопасности, и они готовятся добить всех врагов. Кен переодевается в Мацуми и бегает по округе, заставляя всех преследовать его, потому что их главная цель — убить главу клана Язакура. Но это приводит их к Нанё, который собирается с силами и кулаками создает воронку, в которую попадают все враги, а Шинзо использует свои технологии, чтобы запереть их в шаре. Вскоре Фуна подходит к нему, используя свою сверхчеловеческую силу, раскручивает мяч и бросает его в воздух, тем самым завершая бой. Мацуми и Асана выходят из особняка, а остальные толпятся вокруг них, но Асана все еще не может полностью контролировать себя и начинает буйствовать, пока остальные пытаются его удержать. Он говорит, что кровь зеленокуры очень сильна, и обычные люди могут легко поддаться ей и полностью потерять себя. Асана удается сбросить с себя всех, но его тут же ловит Хейс, надевает ему на голову наушники
и просит Мацуми спеть для него песню. Мацуми берет микрофон и поет как Джоджо Сайва, отчего Асана теряет сознание. Когда он приходит в себя, то не понимает, что с ним произошло. После этого Асана отдыхает целую неделю, но в один день решает пойти в школу, потому что не хочет, чтобы кто-то что-то заподозрил. У него все еще болит тело, и чтобы он не навредил себе, Мацуми отправляет с ним Нану. Нана сразу же использует специальную сыворотку, которая контролирует его мутировавшие гены, и он становится похожим на обычного мальчика своего возраста. Они сразу же отправляются в школу. По дороге Асана говорит, что эта форма для него не очень стабильна, и ему часто приходится принимать специальные лекарства, чтобы его гены не вышли из-под контроля. Когда они приходят в школу, Манну сразу же встречают одноклассники, которые спрашивают, как он себя чувствует. Потому что все думают, что Анна болезненный мальчик, которого в основном обучают дома. Позже, в тот же день, когда Асана гулял со своими друзьями, ему звонит Нана и просит срочно прийти в биологическую лабораторию. Асана сразу же бежит туда и видит, что Нана лежит на полу, а его тело покрыто опухолями. Асана делает ему укол, чтобы успокоить его, и тут заходит его одноклассник Кита. Кита, который всегда заботится только о животных, даже не обращает внимания на Асана и спрашивает, как себя чувствует Нана. Она измеряет ему температуру, а Асана остается с ним. Нана достает пачку сирен, утверждая, что в них содержится специальная сыворотка, которая навсегда стабилизирует его гены. Но он снова станет мистером Олимпии и больше не сможет ходить в школу. Он извиняется перед Асана за то, что доставил ему неприятности, и решает принять сыворотку. Но Асана останавливает его, говоря, что он имеет право наслаждаться школой, как и все остальные. Асана обещает прикрыть его и говорит Нанё, чтобы тот наслаждался днем, пока Асана будет присматривать за ним. Нана плачет и с радостью соглашается, а потом возвращается в класс. Во время урока его гены снова дают о себе знать, и правая сторона его формы взрывается, но Асана быстро реагирует и делает ему укол с антидотом, и Нана снова становится нормальным. А учитель удивляется, что произошло. Асана весь день прикрывает его, чтобы Нана мог спокойно учиться. К сожалению, в биологической лаборатории змея-киты находит упавшую капсулу с лекарством от Наны, которую она проглатывает, думая, что это яйцо. И это вызывает массовую мутацию, превращающую ее в огромную змею. Нана и Асана ничего не замечают, потому что они наслаждаются днем на крыше, занимаясь акупунктурой, когда замечают, что мимо них проходит стая животных. Они сразу же спускаются вниз и обнаруживают, что животные из биологической лаборатории сбежали, а кита лежит без сознания. Нана сразу же подбегает к ней, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, и приводит ее в чувство, но ей плевать на свою жизнь. Она просто хочет найти свою любимую змею и убегает. Асана говорит Нанё, чтобы она шла за девушкой, пока он разбирается с остальными животными, и Нана благодарит его, прежде чем побежать за ней. Кита ведет его в котельную под школой, где тепло и где змея могла бы спрятаться, и, конечно же, змея нападает на нее сзади. К счастью, Нане удается оттолкнуть ее, спасая свою жизнь, но она понимает, что это он виноват в том, что змея превратилась в монстра. Он смиряется с тем, что больше никогда не вернется в школу, и подходит к змее, которая пытается его укусить. Но Нана использует свою мускулистую руку, чтобы поглотить укус, и вскоре яд из тела змеи возвращается к Нанё, превращая змею обратно в нормальную. Кита в шоке от увиденного, но прежде чем она успевает что-то спросить у Наны, он исчезает без следа. Асана находит его и ведет на крышу, где его тело начинает выходить из-под контроля. Нана достает сирены, но Асана говорит ему остановиться, потому что должен быть другой способ. К этому моменту Нанё становится все труднее контролировать свое тело, и он толкает Асана в стену, прежде чем достать сирены и попытаться ввести себе сыворотку. К удивлению Наны, Асана отталкивает его и останавливает сирены, а потом говорит, что у него тоже был младший брат, который погиб в аварии. Но теперь Нана всегда будет его младшим братом, и ему нужно больше доверять ему. Нана чувствует себя в безопасности в объятиях Асана, и вскоре его тело успокаивается и приходит в норму. Внезапно появляется кита, она ловит своих животных, но, кажется, не обращает внимания на то, что только что увидела. И спрашивает Асана, не хочет ли он вступить в биологический кружок. Асана пытается отказаться, но она даже не слушает его и тащит его заполнять документы. Прошло несколько недель, но Шинзо и Чиен так и не смогли найти Тампопа. Более того, недавно Ога и Суи попытались проникнуть в одну из крепостей Тампопа, надеясь найти Мако, но нашли только нескольких случайных охранников и огромную чертову бомбу, которая взорвалась у них перед носом, и они едва спаслись.
Однако Асана, похоже, на верном пути, он садится в шикарный поезд и переодевается в одного из работников. Он сразу же начинает творить чудеса, следит за тем, чтобы клиенты были довольны едой и убирает в вагоне, пока все не начнут видеть свое отражение в стенах. После того, как он переделал кучу мелких и крупных дел, он садится отдохнуть и думает о том, что не смог ничего найти о Момо, отце Мацуи, который, как предполагалось, был мертв, но на самом деле оказался жив. Он пытается встать, но в итоге теряет пистолет, который недавно дал ему Синдза. Устав от такой жизни, он спускается в поезд, где видит, как одна из пассажирок высовывает голову, как дохлая собака, и пытается затащить ее обратно. Девушка оказывается красивой беловолосой женщиной, которая отдает ему его пистолет, утверждая, что видела, как он уронил эту игрушку. Он немного удивлен, что она смогла поймать пистолет, но не придает этому значения и направляется к проводнице, которая продолжает кричать на начальника поезда. Она говорит Асана, что от дыма у нее кружится голова, и Асана начинает извиняться, когда вдруг понимает, что дело в безвкусной еде, вездесущей копоти и грязных окнах. Он сразу же бежит в машинное отделение, понимая, что поезд полностью заминирован и даже не работает на угле. Он проверяет уровень токсинов в воздухе и обнаруживает, что все это время они медленно дышали ядом. Он врывается в купе, где находятся люди, и говорит им всем лечь, достает пистолет и разбивает им все окна, впуская воздух, который снижает уровень токсинов и спасает всем жизнь. Он замечает, что двое мужчин не двигаются, и вдруг их маскировка спадает, и они оказываются Момо и Мака. Он вспоминает, что именно на Момо он наткнулся в отеле перед тем, как получил ранение, поэтому достает пистолет и направляет его на Момо. Но прежде чем он успевает что-то сделать, в купе заходит красивая беловолосая девушка и говорит Асана, чтобы он остановился. Момо тут же бросается на Машей и хватает Асана за руку, утверждая, что тот слишком крепко держит пистолет. Но Асана использует контрприем и вырывается из захвата, пытаясь нажать на курок, но его останавливает беловолосая девушка, схватив его за волосы и выбивает пистолет из его руки. Мико говорит Асана, что девушку зовут Хаку, и она единственный человек, который на 100% совместим с препаратом, который он создал. Он утверждает, что хотел посмотреть, что будет, если смешать кровь Езакуры с препаратом. Поэтому он все спланировал и использовал фальшивую информацию, чтобы разделить семью Езакура и привести Асана сюда. Затем он уходит в другое купе вместе с Момо, а Хаку использует свои волосы, чтобы разорвать связь между поездами. Хаку тут же сжимает Асана в удушающем захвате, но он использует свою силу, чтобы вырваться, а затем с удивительной скоростью уклоняется от ударов Хаку. Он бросается прямо на нее, но Хаку, кажется, это совсем не беспокоит, и она хватает Асана за волосы, а затем швыряет его в другой конец купе. Асана поднимается на ноги и снова бросается на нее, но на этот раз ему удается уклониться от всех ее атак, схватить ее за волосы и швырнуть на крышу поезда. Но Хаку появляется целая и невредимая и уворачивается от его электрического выстрела, а затем блокирует второй удар своими волосами. Он решает сначала разобраться с ее волосами и превращает свой пистолет во второе оружие, которое оказывается острой, как бритва катаной, заряженной электричеством, способной разрезать даже самые прочные материалы. Он наконец-то готов сразиться с Хаку, понимая, что если проиграет, то это будет означать его смерть и, возможно, смерть Мацуми. А значит, род Езакура прервется вместе с ним, если он не победит в этой битве. Он достает свой электрический меч и на полной скорости бросается на Хаку, чтобы застать ее врасплох. Но она реагирует быстрее, чем моя собака, когда я открываю пакетик с лакомством, и пытается атаковать его своими волосами. Асана решает избавиться от проблемы раз и навсегда и пытается полностью отрезать ей волосы. Но Хаку не в восторге от прически Довы и отталкивает его, утверждая, что ее волосы отрастут снова, сколько бы он ни пытался их отрезать. Она наносит ответный удар, и ее серебристо-белые волосы превращаются в питона и начинают безжалостно атаковать его. Атаки настолько быстрые, что он тратит все силы на то, чтобы просто реагировать на ее движение, и у него не остается времени на атаку. Внезапно он замечает кое-что необычное, когда Хаку начинает общаться с ним с помощью азбуки Морзе. Это его очень удивляет, но Хаку просит его успокоиться, потому что ей нужно сказать ему что-то очень важное. Она утверждает, что скорость, с которой она атакует, просто безумная, поэтому шансы, что Макото разгадает код, очень малы. Она говорит Асана, что хочет рассказать ему правду, которую он так долго искал. Асана стоит как вкопанный, когда Хаку говорит ему, что это она убила его родителей. Хаку отрезает мечом волосы вокруг Асана и отступает потрясенный, он не может поверить, что правильно расслышал ее слова. Хаку продолжает и говорит, что она была больна раком и все время лежала в больнице, думая, когда же она умрет. Но родители Асана, которые тоже там работали, всегда были очень добры к ней, ласково разговаривали и даже помнили ее день рождения. В тот день они подарили ей красивые серьги с подсолнухами и сказали, что она скоро поправится и сможет выйти из больницы. Она хотела верить, что они говорят правду,
ведь они всегда относились к ней как к родной дочери, а не как к случайной пациентке. Иван Макото был удивлен ее успехом и сказал, что серьги будут отлично смотреться на ней. Она надела серьги и каждый вечер примеряла их, и постепенно полностью выздоровела. Это означало, что она может делать все, что любит, например, сидеть на солнце и ходить в школу. Она была безумно счастлива, что ее жизнь изменилась, но она и не подозревала, что все это было ложью. Однажды ночью Макото позвал ее к себе в кабинет и показал ей сотни мертвых и разложившихся тел, что потрясло ее до глубины души. Макото сохранял свою обычную невинную улыбку и сказал ей, что он испытывал свой новый препарат на нескольких пациентах, подобных ей, чтобы превратить их в суперсолдат. Но ни один из них не выжил. Каким-то образом раковая кровь Хаку дала ей иммунитет к сыворотке суперсолдата и продлила ей жизнь. Она посмотрела на Макото и спросила, знают ли родители Асана об этом. Но Макото покачал головой, сказав, что они понятия не имеют, что по его приказу они убили столько людей, и что они думают, что ищут лекарства от рака. Он также сказал ей, что они никогда не узнают, что сделали не так, потому что он позаботился о том, чтобы вся их семья погибла в автокатастрофе, что было бы для них милосердием. С того дня Хаку оказалась в ловушке Макото и Тампопо. Асана не мог поверить своим ушам, и его охватила волна эмоций. Хаку показала ему серьги, которые подарили ей родители, и сказала, что в них есть GPS-трекер, который может отслеживать действия Тампопо. И с его помощью Асана может быть уверен, что Мацуми всегда в безопасности. Сразу после этого она ударила Асана по лицу, и он вылетел через крышу поезда, где постепенно терял контроль из-за гнева и скорби о смерти родителей. Он начал сходить с ума и набросился на Хаку со всей силы, но из-за этого его точность снизилась, и Хаку удалось схватить его за волосы. К ее огромному удивлению, Асана использует свой гнев как топливо и, не обращая внимания на боль, вырывает у нее клок волос. Он понимает, что если так будет продолжаться, то он потеряет себя, поэтому он ранит себя в ногу, чтобы избавиться от части крови Язакуры, которая его успокаивает. Он приходит в себя и собирает все силы для последней атаки, он несется к ней со скоростью света и одним движением отрезает ей все волосы, полностью меняя ее внешность. Она падает на землю, совершенно обессиленная и умирающая. Он берет ее голову к себе на колени и говорит, что не винит ее в смерти своих родителей, потому что это работа Тампопо и Макото. Он говорит ей, что его родители часто о ней говорили и всегда любили ее как родную дочь. Слезы текут по ее щекам, когда она вспоминает его родителей и умирает спокойно. Асана встает, совершенно опустошенный и измотанный, но прежде чем он успевает что-то сделать, появляется огромная мохнатая рука и бьет его по спине. Эта рука принадлежит ничтожеству по имени Айс. Ее тренер по имени Мизу говорит ей, чтобы она не повторяла ошибку Тора в Войне Бесконечности и всегда целилась в голову. После этого Мизу просто подходит к Асана и говорит, что Макото больше не интересуется им, и начинает душить его, но вдруг чувствует присутствие Фионы и Рин на путях. Он начинает потеть, но его ученица Простофили не понимает, что происходит, и тут же бросается бить Рин по лицу. К сожалению для нее Рин выше ее по уровню, и просто ударив ее, он ломает ей запястье, и она отлетает назад к поезду, где Мидзу ловит ее и решает сразиться с этими шпионами. Внезапно его голова взрывается, как у разъяренного вегана, и он выдыхает ядовитый газ, целясь в двух девушек. Но Рин не обращает на это внимания и бросает Футу, как атомную бомбу, на Японию, проходит сквозь ядовитый газ и сворачивает весь поезд, взрывая его.